Привет всем, Арми! Когда внезапно погас свет на стадионе, атмосфера в Мехико словно изменилась. Рев десятков тысяч фанатов Арми сотряс стадион GNP Seguros, словно нескончаемая волна. Еще до первой ноты все понимали, что сегодня вечером будет нечто гораздо большее, чем просто открытие тура. Дело было не только в музыке. Дело было не только в грандиозной сцене или впечатляющем выступлении. Это было похоже на эмоциональное возвращение домой, воссоединение BTS со страной, которая любила их годами. Когда 7 силуэтов наконец появились среди моря красных и фиолетовых огней, стадион взорвался аплодисментами. BTS снова стояли вместе, как OT7. RM вышел вперед с уверенностью лидера, который понимал всю важность момента. Джин последовал за ним с теплой улыбкой, которая мгновенно сблизила стадион. Шуга стоял неподвижно, оглядывая море фанатов маленькими, многозначительными взглядами. Джей Хоуп едва сдерживал свою энергию, его тело было в движении еще до того, как зазвучала музыка. Чимин на несколько секунд остановился, чтобы просто посмотреть на тысячи фанатов ARMY, сияющих, словно фиолетовое ночное небо, его глаза тут же загорелись от эмоций. Затем вышел Тэхён. Ви медленно подошел к передней части сцены со странно расслабленной аурой, которая только усилила истерический накал всего стадиона. Его взгляд скользил от одной трибуны к другой, словно он действительно хотел запомнить каждое лицо и каждый крик в этот вечер. В его выражении лица чувствовалось какое-то спокойствие, словно он наконец вернулся в место, которое всегда казалось ему вторым домом. А по другую сторону сцены стоял Чингук, едва сдерживая свою энергию. Он смотрел на море ARMY на несколько секунд дольше остальных, глубоко вздохнул, а затем слегка улыбнулся, словно без слов говоря, что сегодня вечером он готов выложиться на полную. Оглушительные аплодисменты, которыми их встретили, были просто невыносимы. Но с самого начала в тот вечер было что-то особенное. BTS и раньше выступали на больших стадионах. Перед ними стояли десятки тысяч людей, подпевающих им. Но в Мехико еще до начала концерта ощущалось, что это грандиозный финал. И причина тому — мексиканская армия. Начали звучать первые ноты, огни вспыхнули огненно-красным, по бокам сцены вырвались вспышки огня, и внезапно весь стадион превратился в море дикой энергии. Их хореография была отточенной, живой вокал был мощным и эмоциональным, а рев толпы продолжал сотрясать каждый уголок стадиона. Но не только выступление создавало ощущение нереальности вечера. Это были и небольшие моменты между песнями. Первым к микрофону подошел Чимин, его голос был мягким, но улыбка выдавала все. Он объявил, что вечер будет полон сюрпризов, и стадион взорвался аплодисментами. За ним последовал RM со словами, которые звучали невероятно искренне, рассказывая о том, как долго они ждали возвращения в Мексику. Джин рассмешил всех своим фирменным обаянием, казалось, между ними и публикой не было языкового барьера. Джей Хоуп. Он полностью потерял контроль над своей энергией. «Вамос эй энларксер!» — крикнул он, прыгая вверх и вниз по сцене. И весь стадион взорвался от восторга. Шуга просто стоял там с легкой улыбкой, с выражением удовлетворения, которое Арми мгновенно узнала как знак того, что он наслаждается каждой секундой этого хаоса. Чингук же несколько раз отступал назад, чтобы просто насладиться атмосферой. Он смотрел на трибуны, слушая бесконечные кричалки фанатов. Затем он с еще большей энергией возвращался в центр сцены. Каждый раз, когда он приближался к Тэхёну, крики толпы мгновенно усиливались в геометрической прогрессии. И тут наступил момент, который полностью изменил атмосферу вечера. Тэхён взял микрофон. Он молчал несколько секунд. Он смотрел на море фиолетовых огней перед собой. Затем медленно появилась широкая улыбка, озорная улыбка, которая мгновенно заставила Арми закричать еще до того, как он что-либо сказал. Чингук, стоявший рядом, тут же повернул голову, словно уже знал, что сейчас что-то произойдет. Затем Тэхён небрежно произнес «Мучо пай кентр». Всего 2 слова. Но эффект был поистине взрывным. Весь стадион взорвался в считанные секунды.
Джей Хоуп так сильно рассмеялся, что наклонился. Чимин захлопал в ладоши, чуть не подпрыгивая от радости. RM даже поправил наушники, чтобы лучше слышать реакцию толпы. Джин ухмыльнулся, как гордый старший брат, наблюдающий, как его младший брат устраивает на стадионе хаос. Шуга просто слегка кивнул с довольной улыбкой. «А что же Чингук?» Он тут же недоверчиво покачал головой, от души рассмеявшись, его взгляд задержался на Тэхёне на секунду дольше обычного. Даже когда крики болельщиков все еще сотрясали стадион, Чингук с улыбкой посмотрел вниз, словно он знал, что только Тэхён мог превратить два простых слова в такой культовый момент. После этого энергия ночи полностью изменилась. Но мексиканская армия еще не успокоилась. Внезапно десятки тысяч голосов объединились в один мощный фанатский скандирование. «Хулиган!» Голос разнесся так громко, что участники остановились. Они просто замерли и слушали. Их выражения лиц постепенно изменились. Это было не просто удивление. Это была не просто благодарность. На их лицах было что-то гораздо более глубокое, что-то такое настоящее и неподдельное. Но самая большая награда ночи еще была впереди. Свет на стадионе медленно погас. Прежде бурная атмосфера внезапно успокоилась. Затем зазвучала мелодия, знакомая всем мексиканцам. «Серлита Линда». Весь стадион начал подпевать. Не дикими криками, как раньше, а теплыми, нежными и проникновенными голосами. И вот тут-то все стало по-настоящему трогательным. RM медленно положил руку на грудь. Джин замер, пораженный. Джей Хоуп, который обычно не мог остановиться, наконец, полностью замолчал. Шуга закрыл глаза на несколько секунд, наслаждаясь пением тысяч людей. Чимин выглядел заплаканным, и на этот раз он даже не пытался это скрыть. Чингук прикусил губу и глубоко вздохнул, его глаза постоянно осматривали трибуны, словно пытаясь понять, как такая глубокая любовь может казаться настолько реальной. Тем временем Тэхён просто стоял, глядя на море фиолетовых огней, не говоря ни слова. Время от времени он поглядывал на Чингука, затем снова на публику с легкой, полной эмоций улыбкой, словно хотел навсегда сохранить тот вечер в своей памяти. И, возможно, именно поэтому первый день в Мехико ощущался как грандиозный финал. Не из-за огня на сцене. Не из-за визуальных эффектов. Не из-за гигантского стадиона. А из-за этого обмена эмоциями. BTS представили выступление, к которому готовились месяцами. А мексиканские ARMY ответили взаимностью чем-то гораздо более личным, частичкой своего сердца и культуры. Посланием, которое не нуждалось в переводе. Мы ждем вас. Мы видим вас. И мы никогда не перестанем вас любить. В тот вечер RM сказал, что такие моменты напоминают ему, почему они продолжают все это делать. Джин сказал, что энергия Мексики останется с ними навсегда. Чимин пообещал, что сюрприз того вечера был только началом. И видеть смех, слезы, казалось бы, нескончаемый рев стадиона, все поверили этим словам. Тур Эрирнг только начался. Но одно было ясно. Спустя годы, когда люди будут вспоминать этот тур, они всегда будут помнить ту ночь в Мехико. Ночь, когда все семеро вернулись в страну, которая никогда не переставала верить в них. Ночь, когда Тэхён заставил стадион потерять контроль всего двумя простыми словами. Ночь, когда Чингук стоял посреди моря фиолетовых огней, пытаясь запечатлеть каждый момент в своей памяти. И ночь, когда открывающий концерт ощущался как величайшее торжество в истории между BTS и мексиканской армией.